Привет! Хотелось бы поговорить на такую тему, как Вторая столетняя война. Вторая столетняя война – термин, обозначающий периодизацию или историческую эпоху, обычно используемый некоторыми историками для описания серии военных конфликтов между Великобританией и Францией, которые произошли примерно с 1689 или некоторые считают с 1714 по 1815 год. Вторая столетняя война – термин, по-видимому, был введен английским историком Джоном Робертом Силли. Как и Столетняя война, этот термин описывает не одно военное событие, а постоянное общее состояние войны между двумя основными воюющими сторонами. Использование этой фразы в качестве всеобъемлющей категории указывает на взаимосвязь всех войн как компонентов соперничества между Францией и Великобританией за мировую власть. Это была война между колониальными империями за их будущее. Две страны были постоянными антагонистами. Великобритания не была единым государством до 1707 года. До этого она представляла собой отдельные королевства Англии и Шотландии, хотя и с общей короной и военным истеблишментом. В 1801 году Великобритания была объединена с королевством Ирландия, образовав Соединенное Королевство. Различные войны между двумя государствами в течение XVIII века обычно вовлекали другие европейские страны в крупные союзы. В основном Франция и Великобритания противостояли друг другу, за исключением войны Четверного Союза 1718-1720 годов, также война за французское наследство, когда они были связаны англо-французским союзом. Некоторые из войн, такие как Семилетняя война, считались мировыми войнами и включали сражения в Индии, Северной и Южной Америке и так далее. Серия войн началась с восшествия правителя Нидерландов Вильгельма III на престол короля Англии в ходе славной революции 1688 года. Стюарты стремились к дружеским отношениям с Людовиком XIV. Например, Карл II и Яков II активно поддерживали Людовика XIV в Голландской войне. Вильгельм III стремился противостоять католическому режиму Людовика XIV и называл себя защитником протестантизма. Напряженность продолжалась и в дальнейшем. Франция защищала якобитов. Якобиты – приверженцы изгнанного в 1688 году славной революции английского короля Якова II и его потомков, сторонники восстановления на английском престоле дома Стюартов. После Вильгельма III противостояние Франции и Великобритании перешло от религии к экономике и торговле. Две нации соперничали за колониальное господство в Америке и Азии. Семилетняя война была одним из серьезных и наиболее решающих конфликтов. Франция поддерживала колонистов в американской революции против Великобритании, и это привело к успеху в подрыве британской колониальной гегемонии в Северной Америке. Однако долги из-за этого конфликта вскоре вызвали серьезные экономические затруднения, которые в дальнейшем вызвали французскую революцию. Но это, конечно, лишь один из многочисленных аспектов, которые вызвали французскую революцию. Французское военное соперничество продолжалось британским сопротивлением французской революции. В дальнейшем последовали войны сначала с новой Французской республикой, а затем с империей Наполеона. Наполеон потерпел поражение в 1814 году, и за этим последовало его отречение и изгнание. Но Наполеону удалось бежать, и настал период, именуемый «100 дней». Все завершилось военной катастрофой в битве при Ватерлоу. Окончание наполеоновских войн фактически положило конец повторяющемуся конфликту между Францией и Великобританией. Однако цель Великобритании и ее союзников восстановить французскую монархию Бурбонов по Парижскому мирному договору и по решениям Венского конгресса в конечном итоге потерпела неудачу. Они стремились предотвратить дальнейшие революции в Европе, но в итоге более позднее были революции. Революции 1848-49 годов. Это общее наименование революционных движений, выразившихся в форме неповиновения власти, вооруженных восстаний, декларирования новой государственности в европейских странах в середине XIX века.
Риторика строилась от упоминания о естественном враге к соглашению терпеть друг друга. Общие интересы привели Францию и Великобританию к сотрудничеству во время Крымской войны 1850-х годов. Также они с обоюдным интересом стремились к сдерживанию растущей мощи Германии. Франция и Великобритания смогли установить Антанту, сердечное согласие, к 1904 году, продемонстрировав, что Первая и Вторая столетние войны остались в прошлом. Культурные различия очень сильны, но жестокий конфликт был завершен.